Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, нашими встречами с Пламеном Пасковым, известным политологом из Болгарии. Ну и, конечно, обозревателем всего этого мракобесия и ужаса, которое как бы опускается на мир и здесь такими семимильными шагами шагает по нашей планете. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую, скажем так, тревожную аудиторию. Почему? Потому что, слушайте, даже когда давал прогнозы насчет того, что политическая жара в июне 2025 года будет действительно выше, чем все остальные предыдущие месяцы, я сам не предполагал, что до такого градуса кипения дойдет. Поэтому нам есть чего обсудить, я уверен. Начнем с Киева. Сегодняшний обстрел, он был ночью, да, там ночь, утро, поразили определенные объекты, много дыма, много огня, много, скажем так, людей погибших, 14 человек как минимум, разбирают завалы, удары пришлись и по домам, но, понятное дело, ПВО, как всегда, сработало великолепно в том плане, что по статистике, да, вот цели там не достигли своего результата, хотя очень много было запущено по Украине, ну и по Киеву в частности. Вместе с этим есть как бы информация о поражении определенных складов в Киеве, и возникает, наверное, самый острый вопрос. Все это происходит, вот меня это лично, как бы вот с точки зрения того, что мы там поговорим о Г7, Г8, Трампе, встречах международных, Зеленский, который летел через Австрию в Канаду, его заявление, его там анонс встречи с Трампом, которая не состоялась. И вот эти все ужасы, большие массированные обстрелы как раз-таки происходят в момент, когда совершается некий геополитический акт, ну или какая-то встреча, или какой-то саммит. Это уже стало настолько понятно всем, что Зеленского нет на месте, Зеленский где-то там. Картинка с ужасом и кошмаром разбитой то ли Одессой, хотя Одесса тоже этой ночью пострадала, то ли столицей, то ли каким-то другим городом, то ли прилетом, всегда как бы под рукой. Есть возможность, скажем так, на этом играть, добиваясь продолжения поставок, военных решений. Даже сегодня Зеленский, комментируя ситуацию в Киеве, опубликовал большой пост о том, что ему там ежечасно докладывает министр внутренних дел. И, в общем, опять он завершает тем, что мир не может закрывать глаза на это. Но ведь это, если так аналитически посмотреть, резина, которая может продолжаться очень долго. Пока есть жилые дома, пока есть склады, пока есть картинка, пока есть смертоубийство, на этом можно так и продолжать делать политику. Почему так происходит? И казалось бы, ведь что-то же должно было поменяться. Например, с выходом Ирано-Израильской войны на там пиковую фазу, как сейчас, которую мы тоже обсудим позже. Но ничего не меняется. В чем загадка вот этих ударов и вот этой эскалации российско-украинской войны сейчас? Давайте поднимемся на высоту птичьего полета, высоту птичьего полета и посмотрим не только в масштабе, но и с небольшой ретроспекцией лет так на 5. Пятница, 13 марта 2020 года, пришла мировая повестка, которая нам надела определенное устройство на лицах и так далее и тому подобное. И продолжалась она сплошняком, абсолютно гармонично, синхронизировано, без никаких зазорин. Глобальная повестка, она просто не терпела ничего различного. Неважно, это Россия, это Евросоюз, это Америка, это Африка, это Южная Америка, это Азия, не будем всех перечислять. Все различное внезапно стерлось, и все стало абсолютно одинаково. В безумии в том числе, и очередь людей в том числе. И это аккурат просто было вырезано, как будто кровь языком слизла, 24 февраля 2022 года. И все вылечились, и все исчезло, и все ограничения, и все юриспруденции, юрисдикции, и юридические вообще-то приказы, указы, наказы, законы, маконы и все остальное, все исчезло. Вот так никогда не было. Есть там какие-то ностальгирующие, которым это как-то не хватает и продолжают как-то подогревать и разогревать и возвращать эту тему. Но сейчас мы это обсуждать не будем.
Там другое соглашение, конечно, пекут сейчас в этих там духовках. Они новую партию таких печенок хотят нам предоставить. И с 24 февраля 2022 года повестка была другой, которая сохранила эту же, ну, скажем так, единость. Все были согласны, что ой, ужас, Мордор напал на независимую, на добрую, на белую, пушистую, демократическую, шикарную, да, кружевную, трусиками там и все остальными. И ужас, 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 и всем объединяться, всем помогать, и все против этого самого. Русский язык запрещаем, русские флаги даже на Олимпийских играх запрещаем, по возможности русских вообще-то астракируем, все везде, и все. 24 февраля 2022 года по 7 октября 2023 года. Когда вот эта повестка, которая тогда появилась, она же ближневосточная, она же аккурат 50 лет спустя после войны Суднего дня, все то же самое, снесла на несколько недель всю эту повестку, а то и на пару-тройку месяцев. И более того, даже украинские средства массовой рекламы, агитации, дезинформации больше месяца не обсуждали фронт, не обсуждали, что там происходит, не обсуждали Россию, забыли об этой России, насколько это было возможно, и обсуждали вот только это. Теперь, почему я эту ретроспекцию такую небольшую? Потому что сейчас происходит, ну, сами понимаете, пятница 13 июня 2025 года, когда все, опять, заметьте, даже на территории Украины забыли обсуждать, что происходит на фронт. Ну, там какие-то тела, ну, 6 тысяч трупов, ну, где-то идентифицированы. Ну, Зеленский где-то, да, летает. Ой, суммы там приближаются. Ой, что будет там у нас с деньгами, с экономикой, с коррупцией, со всем остальным просто караул по самое не могу. Ой, как будем это выдерживать. Ну, это уже, понимаете, это такие тоненькие писки по сравнению с этим большим обертоном, который звучит даже в украинских СМИ. Ой, Израиль, ой, Иран. И все опять же разделились. Они разделились больше по линии Израиль-Иран, нежели по линии, а что делать, когда вот враг, противник вообще-то наступает. Ну, ребята, что же такое-то? То есть, когда речь идет о таких интересных процессах, которые вроде бы информационная повестка, информационная среда, инфосреда, она должна быть отражением физической среды того, что действительно происходит. Причем, по возможности, она должна отражать настолько адекватно, что сортировка по важности для всех этих людей должна быть, ну, более-менее с какой-то гармонией, с каким-то соответствием. Ничего себе. Как будто такая большая сплошная глобальная повестка. Кстати, маленькую скобочку, но она очень важная. В отличие от повестки пятницы 13 марта 2020 года и в отличие от повестки 24 февраля 2022 года, вот та, которая 7 октября 2023 года, и та, которая сейчас пятница 13 июня 2025 года, они уже не единые, и они уже разделили даже те, которые раньше были единые. Я имею в виду глобальные СМИ. А это уже означает, что раскол, разлом идет и по линии вообще-то инфосреды и инфовосприятия. Что происходит, что важно, что нужно, за кого болеть, за кого держать, кого бояться и всего остального. Так что вот эта встреча Г7, которую я потом, наверное, подробнее будем обсуждать, которая сейчас там в Канаде, где кто-то как-то туда там добирается, где, естественно, приглашают. То есть помимо основных там членов, там Г7, с этим там все понятно. А понятно то, что у них все хуже и хуже. То есть валовый внутренний продукт у них ныряет уже стабильно второй десяток лет, так, а не второй месяц, можно так напомнить. И они сильно проигрывают так называемых стран БРИКС, хотя некоторые из них немножко там участвуют и там, и так, это не суть. И там приглашенный Всемирный банк, там приглашенный, ну, в качестве не приглашенного, я думаю, в качестве надсмотрщиков, там ООН, там приглашенная НАТО, и там приглашенные несколько стран, в том числе и Украина, которые неизвестно точно каким боком, наверное, с точки зрения того, кому нужно давать, а вообще-то будем ли давать, ну давай хотя бы пригласим, чтобы напоминать, что, может быть, будем и это обсуждать. Ну, по крайней мере, я это так воспринимаю. Поэтому то, что вы говорите, что в Киеве там разные вещи происходят и разные удары, я думаю, что для киевлян здесь один большой вопрос. Чем дышать? Потому что этот едкий дым, который появляется не в результате удара по жилым домам, по больницам, по школам и по гражданской инфраструктуре, а это другого типа дым, химического такого происхождения, пироксилинового, скорее всего, там
тринитротолол и так далее и тому подобное. И с этим дышать трудно. С этим дышать трудно. Это означает, что хоть и формально, наверное, били по жилой инфраструктуре, но формально, они каким-то мистическим образом попали на военные такие склады, на военную инфраструктуру, на военные вообще это боеприпасы, и более того, не просто попали, а четко и метко попали, и бабахнуло со всеми химическими, скажем так, последствиями. Что на самом деле я считаю, что для киевлян всех вопросов, а поддерживаете вы Зеленского или не поддерживаете Зеленского, а за кого вы бы проголосовали, если что, если так, я думаю, что эти вопросы 54-го порядка, если кто-то их нарисовал в качестве каких-то соцопросов, я могу вам сказать, знаете, социология, наука очень точная. У нас в Болгарии нет никакого сомнения по этому поводу. Ты получаешь ровно то, за что ты заплатил. Не более и не менее. Поэтому социология, которую нам там предлагают, что сколько там зашкаливают проценты популярности, одобрения, рейтинга и так далее, наука точная. Наука точная. Кто-то либо приказал, либо заплатил. И вот получаем на 4-миллионное население 6,5 миллионов проголосовали за Зеленского. Я имею в виду города-героя Киева. Вот так, на минуточку. Поэтому как воспринимать все это, я вам так скажу. Естественно, взоры главных и не только главных уже смещены, потому что на Ближнем Востоке происходит стычка, которая, наверное, должна закончиться только уничтожением одной страны, либо сменой верхушки другой страны. А поскольку смена верхушки страны, как Иран, 100 миллионов населения, вот такого предизвикательства, такого объема, такого большого куша до сих пор не было. По крайней мере, на последние четверть века вот таких больших стран, чтобы до успешного конца чего-то там как-то довести, не было. И там огрызается, естественно, не один Израиль. Даже не будем там сравнивать ни территорию, которая там 15 раз меньше. Какой 15? Я даже не знаю, сколько раз меньше. Население, по крайней мере, 10 раз меньше у Израиля. Эти количественные сравнения, эти количественные категории здесь не работают. По той простой причине, что Израиль является аватарчиком, ярлыком на компьютерной программке, за которой стоит мощная программа. И будет ли выглядеть этот ярлычок вот так или сяк, или называться вот так или сяк, вопрос в том, что за мощные программы там стоят, что за мощные бюджеты, что за мощные военно-промышленные комплексы, что за авианосные группировки 5 и 6 американского флота, что за база Диего Гарсия, что за все эти американские базы, которые аккуратно и с большой заботой окружают именно государство Иран во всех странах Персидского залива, во всех странах Аравийского полуострова, во всех других странах, которые не это самое. Поэтому, когда речь идет об Израиле, о котором наторно известно, что есть ядерное оружие, для меня неизвестно, оно тактическое или стратегическое, но это, наверное, вопрос вторичный, не будем сейчас его обсуждать. Он немаловажный, но он вопрос вторичный. А с другой стороны, Иран, о котором я вчера брал интервью, вернее, вел разговор с Игорем Николаевичем Острецовым, одним из последних настоящих таких советских ядерщиков, человек-глыба, человек национальное достояние, 87-летнего возраста, достаточно уже нездоровый, к сожалению, потому что в возрасте много чего там берут себе свое. Но я второй разговор уже провожу с ними. Вчера был прямо тематический. Есть ли у Ирана ядерная бомба? Он сказал, так есть, причем давно. Я сказал, слушайте, для того, чтобы какая-то страна имела и поставила на вооружение какие-то ядерные боеголовки, она должна провести испытания, причем много, потому что там наземные, подземные, там наводные и воздушные испытания должны быть для того, чтобы это ничего подобного, говорит, это прошлый век. Для того, чтобы на плутонии сделать вот эти заряды, там есть массу стран, у которых это уже имеется, они ни разу никакие испытания не делали, потому что технология уже хорошо известна. Не надо 10 раз открывать теплую воду, и, соответственно, это есть. Пакистан не делал никакие там испытания, Израиль не делал никогда, по крайней мере, известные нам испытания. Франция, давно она делала в прошлом веке, причем давно атолл Морура, там бикини и так далее и тому подобное, это легендарные случаи. А все остальные, у которых это есть, на 21 век где проводились вообще испытания? А страны, у которых это есть, Китай где проводил испытания, тоже. Северная Корея где проводила испытания, тоже интересный вопрос. А у них это есть, все это знают. Поэтому, говорит, ситуация такова, что вопрос не стоит в том, есть ли у Ирана или нет, а вопрос в том,
в каком оно виде, есть ли там носители, есть ли пусковые установки. То есть там вопрос технический после того, как мы отвечаем на вопрос, есть ли вообще-то это. То есть мы сейчас обсуждаем вопрос конфликта между двумя ядерными государствами с настоящим ядерным оружием. Цель одного государства, которое является уничтожение другой страны, я имею в виду заявление Ирана, что нужно уничтожить Израиль, не победить, не поменять политическую верхушку, не наказать, не унизить, ничего. А у них цель простая, очень ясная – уничтожить. А естественно, раз такая цель звучит из Тегерана, из аят-Аллы, это вообще-то знамение Божие, так это переводится аят-Аллах, аят – это знамение, Аллах – это Бог, то есть человек, который является знамением Бога на земле. Ну, если он это извергает, причем не он, а и все до него, причем уже не годами, а десятилетиями, ну, у Израиля есть все основания на то, чтобы, мягко говоря, напрягаться. Если Иран развивает ядерную программу, эта ядерная программа без 5 минут уже может уже клепать ядерные боеголовки, Смотрите, так же, как тут, клепает и свои шахеды и все остальное. тут такой момент очень такой важный. Зеленский летит в Австрию, говорит, буду с Трампом встречаться и просить купить пакет помощи у Трампа. Ну, Эксиос написали, источники подтвердили, в общем, все нормально, в общем, приезжают все на саммит, у нас есть картинка этого саммита, причем такая какая-то очень интересная, круглый стол, Макрон чего-то шепчет, прикрывая рот Мелани, Мелани чего-то отвечает, прикрывая рот Макрону, закатывает глаза, явно выражая какое-то недовольство, Трамп смеется, они все сидят в каком-то непонятном, таком подвешенном состоянии в атмосфере напряженности. Ну, собственно, позаседали, обсудили. Трамп не подписывает резолюцию Г-7 по поводу того, что Израиль имеет право на самооборону, а там резолюция Г-7 должна была поддержать Израиль. И вот сам принцип вот этот, да, Израиль это совершает акты самообороны. И срочно ретируется и мчит в Америку, говорит, нужно срочно в Вашингтон. Макрон выдает свое видение происходящего, говорит, вот сейчас что-то вот по Ирану срочно нужно, и вот он уезжает. Трамп, видимо, в дороге, в пути, осекает Макрона, говорит, что это мое дело, зачем я лечу в Вашингтон, кто ты такой, чтобы чего-то комментировать. Но это такой публичный щелчок по носу, такой достаточно громкий. Щелбан. Знаете, вот это, как, вот это, когда щелбан ударил в жбан, а эхо на весь мир. И отправляется туда. В это все время, во время вот этого, это большой скандал на самом деле геополитический, да, даже вот эта сама перепалка. В это время Зеленский мчит в Канаду на Г-7, но уже там нет Трампа, уже он с ним не встретится. Встретится, наверное, с кем-то другим. Понятное дело, покажет кадры разрушенного Киева, Одессы, скажет, что нам нужны ПВО, нам нужны ракеты. Как он написал, террорист, ну, как бы имея в виду Россию, должен чувствовать боль. И будет как бы дальше продвигать вот эту свою политику. Но возникает главный вопрос, так а зачем так быстро уехал Трамп? Что такого происходит именно сейчас? Некоторые фиксируют активность американских там, носителей, ракет, эсминцев и в море, и в самолеты, в общем, заправщики, ракетоносители, в общем, концентрируется какой-то кулак. И тут возникает, наверное, самый важный момент. Это вот ситуационная комната и решение начинать войну с Ираном или вступаться, или прямо включаться в события противостояния Израиль-Иран. И Зеленского так вот отодвинули в сторону с этими всеми предложениями купить помощь. Или что такого срочного понадобилось Трампу в Вашингтоне, и связано ли это с ирано-израильским противостоянием? Ну и Макрон, который, получается, дал штангу, он же по-дружески как бы объяснил то, что смылся Трамп. А получилось, что Макрон Трампу не друг. Ну, там друг не друг, это вы, конечно, с определенной дозой иронии это говорите для того, чтобы нашим зрителям было более
приземленные для восприятия, там такие понятия не работают, либо работают совершенно другим знаком. Но я, во-первых, полностью согласен с тем, что Трамп улетел именно в связи с Ираном и с Израилем. Потому что, смотрите, вот эта встреча Г7, это с 15, по-моему, если не ошибаюсь, июня. Да, с 15 июня началась. А вчера, что было 16 июня, я смотрел на флай-радары, что улетело самое большое количество заправщиков из Америки, 26 штук. При этом есть 4 такие же заправщики, то бишь авиатанкеры на базе Диего Гарсия, плюс спириты, плюс Б-52, Б-2 и так далее, то есть всего остального, плюс эти большие бомбы, которые должны, прошивать землю на достаточно 60 метров, что ли, там, коротко говоря, на серьезной такой глубиной. То есть совершенно очевидно, что приближается уже какая-то большая совместная атака, либо атака с согласованием. Во-первых, потому что вчерашний и позавчерашний день показали, что вот этот восторженный результат, который рапортовали Израиль и друзья Израиля по всему миру, что они вообще-то вдребезги разнесли и ПВО Ирана, и вообще-то, коротко говоря, это было никогда ничего подобного, это рекорд, это вообще-то сработали на ура-то они сработали, и действительно это рекорд по количеству и по масштабу, здесь спора нет, это преуменьшать это было бы глупо. Но оказывается, что ПВО Ирана в многих местах сработало так, как, во-первых, никто не ожидал. Во-вторых, ответка Ирана, которая пришла на следующий день, тоже никто не ожидал, что будет таких масштабов и такой разрушительной мощи. То есть, что она тоже пробьется через многослойную ПВО-защиту Израиля, потому что для Израиля ПВО это, во-первых, предмет гордости совершенно основательно. И, во-вторых, это вопрос жизни и смерти, потому что территории у них мало, агломерации не очень плотные, соответственно, они не имеют права ничего пропускать. Оказывается, пропускают, потому что действительно у Ирана, оказывается, есть гиперзвук, причем настоящий гиперзвук. И не только гиперзвук. Баллистика дело такое, которое слабо влияется от других там средств ПВО, которые у них имеются. То есть совершенно очевидно, на мой взгляд, что они в ближайшие дни, наверное, собираются закончить вопрос с Ираном и довести дело до каких-то переговоров. Если речь идет о таком количестве заправщиков, значит, в этот раз, скорее всего, они в очередной раз переплюнут общий объем самолетов, которые будут участниками. И поскольку из всех 400 с чем-то боевых самолетов Израиля последний раз участвовало 300 плюс, то есть это, можно сказать, на 60 с чем-то, 70% можно сказать. Причем они летели и били 9 волнами. Не разом, а 9 раз. Возвращались, заправлялись, новые пилоты прыгали в кабине и шли выполнять боевое задание. Очевидно, это оказалось недостаточно. Причем это следовало ожидать, потому что территория Ирана огромная, Иран вообще-то огромный, и там у них много чего есть. И да, это самый масштабный такой воздушный удар, но с учетом того, что здесь наземные операции не предусматриваются, потому что она физически невозможная, то решать вот эти вопросы с воздуха придется уже на другом масштабном уровне. Поэтому я считаю, что именно поэтому Трамп покинул вот это Г7, то есть изобразил там для улыбки, для фотографий, там он немножко не сильно так хорошо виден. По-моему, это вот здесь Трамп для фотографий на курорте. Отметился, что он там был. Понял, что там ничего там такого отдельного, серьезного, по крайней мере, для интересов Америки и для его интересов невозможно обсуждать. Ну и деликатно и любезно удалился. Что сделали и другие, некоторые. А то, что Макрон, то, что Зеленский, Зеленский будет просить у Кира Стармера. Потому что, оказывается, Великая Британия, которая в последнее время обладает всеми шансами в ближайшее время стать Мелкобританией, они отказываются уже сейчас передавать Storm Shadow. Не по идеологическим соображениям, а по количественным. У них их мало. Им это не хватает, это очень дорого, им непонятно, если мы это дадим, что мы получим. Зеленский говорит, давайте мы купим. Вы то, что процитировали, он говорит, купим. Но, по-моему, он это говорил только для своей украинской, может быть, для некоторой зарубежной аудитории. А Соединенных Государств Америки совершенно понятно, чем этот голодранец, который нам должен, будет у нас что-то покупать. Ты лучше сначала рассчитайся, расквитайся за то, что раньше, а потом говори, что ты хочешь покупать. Это на какие условия ты хочешь покупать? Каким образом это покупаешь? Это тебе не
не помидоры на рынке, это вооружение просишь, там это техническое обслуживание, гарантии, как это самое, end-user agreement и все остальное, технические специалисты. Где и как? Как себе это представляешь? Он это выносит для публики, а публика-то не понимает, что бизнес вооружения и боеприпасов – это самый не просто заполитизированный бизнес в мире, а это бизнес, который никогда, когда ты что-то покупаешь, это не есть, во-первых, твое. Скобку открываю очень важное в связи с тем, что вы только что спросили и сказали. Когда произошла вот эта атака Израиля на Иран, о, чудо для меня, это было неожиданностью. Правда, на второй день Пакистан сказал, что если у Ирана есть проблемы с ПВО, мы готовы перекрыть и обеспечить бесполетную зону над Ираном в защиту Ирана, потому что это ислам, да, одни сунниты, другие шииты, не суть, мы готовы. И тогда у меня сразу возникает вопрос. И напоминаю, я офицер-резервист ПВО, как-никак, то есть командир зенитной батареи, и мы эти самолеты очень внимательно изучали, 2 с чем-то года. Я служил в болгарской народной армии, не в той, не знаю, как сказать, халуйской, это такое странное образование, которое сейчас изображает какую-то не сильно болгарскую армию. И тогда мы их изучали, и я могу вам сказать, что то, что собирается Пакистан предоставить, типа свои F-16, F-16 это американское производство, ты можешь сказать, что ты хочешь их предоставить, и ты даже можешь хотеть их предоставить, и даже можешь попытаться физически их предоставить. А вот управлять и выполнять боевые задания F-16 без НАТО, Добро, Сентри, АУАКС и другие радиолокационные средства Америки, ни одна американская летная машина не может и не в состоянии, неважно, кто ее купил, за какую цену ее купил и на какие условия. Любое американское авиационное оружие, то есть самолет, он не будет выполнять те задачи, если американцы на это не дадут добро. Причем не административно, а чисто технологически это невозможно. Но сам факт того, что Пакистан уже это сказал, и, наверное, даже это имел в виду всерьез, наверное, они не в курсе, что если полетят, может получиться так, что самолеты либо не долетят, либо развернутся и сами сделают посадку естественным образом, управляемым, конечно, то мне кажется, что это очень важный симптом. То, что сейчас происходит между Израилем и Ираном, либо закончится в рамках еще нескольких считанных дней, если Рахбар действительно скончался. Есть такие уже подозрения, потому что кома – это состояние, которое, 3-4 конечности уже к Всевышнему, и только некоторые там конечности с видом трубок и других медицинских приборов поддерживают имитацию жизненной деятельности, некоторых жизненных органов, далеко не все. И если это закончится в рамках считанных дней, то значит действительно будет либо другой курс, либо другое руководство Ирана. Теоретически. Правда, я на такие острые повороты, сказать, что с трудом верю, я вам честно скажу, я не верю. Я думаю, что это так быстро не произойдет. Другой вариант, чтобы это было длинные месяцы, а Израиль на длинные месяцы не потянет. Иран, хоть и раненый, хоть и, скажем так, с огромными тяжелыми потерями, социальным напряжением, ссадинами и с другими там потертостями, может это выдержать. А вот Израиль не может выдержать. Поэтому у Трампа есть все основания считать, что их там аватарчик, их там ярлычок на Ближнем Востоке, их главный гарант доступа к Левиафану, то есть к Левантийскому газовому месторождению, самое большое в мире, 3,42 триллиона кубометров разведанного газа на 5,7 километров глубины, если мне память не изменяет, но здесь я, конечно, могу уже ошибаться, то Израиль это и есть единственный гарант для всех этих больших американских. Не будем говорить о нефти и газе всех остальных соседних там арабских, которые Израиль в качестве там военного пугала Марса, Ареса там вооруженного их там пугает и заставляет отдавать свое добро на удобные для американцев условия. С этим все понятно. Но если Иран его прикончит каким-то большим залпом, а оказывается у Ирана ракеты есть. Носители есть, и да, много чего раздербанено, много чего угроблено. 20 из пусковых установок были уничтожены на момент попытки Ирана их запустить. У Ирана несколько сот таких пусковых установок. 120 из них тоже уничтожены. Еще раз, у него несколько сот. Сколько, я не знаю. Я не думаю, что американцы знают, либо Мусад знает. Я думаю, что только Иран знает. Как бы их там не уничтожали, руководство Ирана, но у них там эстафета идет. Каждый заместитель идет взамен вот этого в рамках дня. Убили кого-то, Рахбар сразу назначает другого, либо кто-то за Рахбара сразу назначает другого. Все. То есть воспроизводимость есть, и процесс идет. И как это закончится, вопрос сложный. Либо в рамках недели, то есть к следующему нашему разговору,
будем уже обсуждать какие-то итоги, по крайней мере, какие-то мирные договоренности. И, кстати, тоже очень важная скобка. Это жирный, толстый фейк, что Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, сказал, что они готовы к переговорам, и, может быть, они это самое. Это ничего подобного не происходило. Это фейк, который не то, что не подтверждено, подтверждено, что этого не было. Потому что он не может это сказать от себя. Более того, он не может это сказать от Пезешкиана. Либо Рахбара есть, либо Рахбара нет. Если Рахбар, то бишь Аятолла, живой и может что-то внятно сказать, да, нет, плюс-минус, то они это сделают. А президент у них это не то, что в нашем понимании президент Путин, ну, верховный главнокомандующий, понятно, глава государства. У них глава это не совсем такая, глава у них другая, Рахбар у них это глава. То есть вопрос достаточно сложный, но он действительно аукнется очень тяжело, потому что я даже не буду развивать вот это уже набившую оскомину, не то что теорию, а, скажем так, описание прямых последствий, если действительно разбомбят сегодня-завтра, сегодня уже кое-что идет, я до нашего разговора следил внимательно за этими сводками, если они действительно разбомбят и нефтегазовую структуру, и терминалы Ирана, то Ирану тогда этот Персидский залив и Ормузский пролив не нужен, и они могут его закрыть. А это сразу означает, что 60-70% из мировой органики, то бишь органических углеводородов, они отпадают. Видите, не будем говорить даже о цене. подают. Нам же говорят, что если разбомбят нефтегазовую отрасль Ирана, то это вот неприемлемый ущерб, и тогда, собственно, рынки мировые отреагируют непредсказуемым образом. Смотрите, как Израиль аккуратно бьет. Но, по сути, если война до последнего, то тогда война до последнего. Все это понимают прекрасно. И вы знаете, тут предел прочности Ирана, я вот не понимаю, откуда вот это, есть это выражение, это хуцпа, да? Откуда вот эта злость, ярость и ненависть. То есть, понятно, нет сухопутной границы. Если бы была бы сухопутная история, совсем бы все по-другому происходило, и мы понимаем, в каком там быстром, но ужасном конце пребывали бы вот эти все размены. Но и с точки зрения ракетных ударов маленький Израиль летит как не в себя на самом деле. Жесткая военная цензура, мы еще не знаем, куда попали, куда не попали. Но когда, извините, страдают ядерные объекты, причем в одной стороне и в другой, то это уже большая проблема. Я вот так вот, если так подводить такую штрих-пунктирную черту, так вообще вот эта вся история, и судя по Трампу, возвращаясь к его ситуационной комнате, да, вот он там говорит о том, что это фейк, что я настроен на переговоры, если, в общем, все предложения наши на столе, мол, Иран знает, как со мной связаться. То есть мы понимаем, вот это вот выглядит, и это четко позиционируется как мир через силу Трампа. Два момента. Откуда столько ненависти у Израиля и откуда вот такая упоротость на этой теме вчерашнего миротворца Трампа, причем до такой степени, что он поссорился с Такером Карлсоном, который говорит о том, что США будет слабее после войны с Ираном. То есть с ближайшими соратниками, вот этими медийными, которые помогали ему выигрывать кампанию, он так вот лихо обходится, ну, по крайней мере, на вербальном уровне. То есть, видимо, есть какой-то интерес. В чем интерес и причина жестокости Израиля? Я бы не сказал, что это жестокость, это скорее всего экзистенциальный страх, что тебя действительно физически уничтожит, который базируется на количественное преимущество Ирана, на очень недостаточное количество территорий Израиля. Еще раз, 20 тысяч квадратных километров. Народ себе плохо представляет, что это такое. Это пятая часть моей родной Болгарии, которая в 5 или в 6 раз меньше, чем территория Украины. То есть это 2 с небольшим болгарские области, которые, ну, обычные люди, которые не сильны географически, с трудом найдут на карте. И вся эта территория, из которой 60% практически это
пустыне Негев, где 60-градусная жара, то есть население 1-2 комплекта боезарядка, то есть боеголовки достаточно для того, чтобы мокрого места не осталось. Они прекрасно понимают, что их ПВО самое лучшее в мире и самое многослойное, но она не герметическая, и даже 1 или 2 удара, если пропустят, их больше не будет. То есть это вопрос действительно страх жизни, это экзистенциальный страх. Я их могу понять в этом плане, потому что им некуда деваться. Более того, у меня есть друг, который далеко не последний человек можно сказать, авиакомпаний чуть выше среднего уровня. Так вот, их авиакомпании, у них израильские авиакомпании запросили более 10 бортов в сутки дополнительно для того, чтобы летали израильтяне из Израиля в сторону Нью-Йорка либо Европы. И этот процесс начался за 2 или за 3 недели до того, как началось пятница 13. Мало того, вчера мы знакомые в Израиле, болгарского происхождения, там около 50 тысяч болгарских евреев есть. Она написала, причем она человек достаточно не последний, то есть человек с высшим образованием, с медицинским, там, коротко говоря, серьезный человек. Это не какой-то там обычный дядя Вася из 5-й автобазы, что называется. 2000 евро стоит кораблик из порта в сторону Ларнаки-Крит. Причем цена поднимается по часам, а не по дням. И эвакуация, исход действительно происходит, потому что они уже, никто не чувствует себя в безопасности. И если Иран им обеспечит то, что количественно в состоянии обеспечить, то есть количество ракет и запусков, это означает, что вся жизнь Израиля, они должны стоять в бомбоубежищах, они не должны спать. Вся экономическая, финансовая и любая другая форма жизни, образование детей, детсадиков, медицины, все прекращается, потому что тебя постоянно ПВО-система загоняет в бомбоубежище, потому что много или мало, прилетает, и каждый день есть определенные такие основания. Они не могут, им некуда деваться, территория маленькая. Поэтому с их точки зрения это не вопрос жестокости или там ярости или ненависти. Для меня более странно, знаете что? Для меня более странно, почему Иран после того, как во власти пришли эти Таласи, они приняли в качестве, скажем так, модус вивенди и резон d'être, что они должны уничтожить сионистское государство Израиль. Не было более дружественного государства на Ближнем Востоке, причем исторически, причем веками, чем Персия, которую сейчас мы называем Иран, по отношению к евреям, даже до того, как еврейского государства вообще не было. То есть и сейчас в Иране есть, некоторые говорят 50 тысяч евреев, другие говорят 500 тысяч, я не знаю, сколько их, но для евреев в иранском меджлисе и на сегодняшний день есть сохраненное энное количество мест для того, чтобы эти люди представляли и защищали интересы вот этой еврейской общины. Более того, шах Ирана Пехлави, Али Реза Пехлави, он дружил с мэром Тель-Авива, и он туда ехал лечиться, зубы себе лечил, медицину себе поддерживал. На прошлой неделе, можете погуглить и проверить, его дочка вышла, скорее всего, не дочка, там написано то ли дочка, то ли внучка, но она, Пехлави по фамилии, вышла замуж за американского гражданина еврейского происхождения и иудейского вероисповедания, внучка шаха Пехлави. Где находится шах Пехлави, то есть наследник шаха сейчас? Я читал, что он находится в Франции, а другие писали, что он находится в Великобритании. Главное, где находятся его основные активы. И давайте, Александр, вот задумаемся, кому это выгодно? Если мы найдем ответ на вопросы, кому это выгодно и у кого есть возможность, то тогда многое другое становится понятным, потому что сейчас действительно сумбурность огромная, там постоянный поток боевых сводок, где как, что, кого разбомбил, где как цифры, кто с кем встречался, то есть ужас, и потеряться легко. Даже мне это сложно ориентироваться, я в этом честно признаюсь. Но выгодно ли это Соединенным Штатам Америки, то, что произошло? Категорически нет, потому что их пытаются затащить искренне лично от первого лица единственного числа в 2 больших войнах. Зеленский пытается затащить Трампа воевать против России, Нетаньяху пытается затащить Трампа воевать против Ирана. И то, и другое ему, честно говоря, и Америке очень сильно не нужно, особенно с учетом общего состояния Америки, которое сейчас не будем обсуждать, и общей внутреннюю напряженность Америки, которую сейчас тоже не будем обсуждать, хотя есть много чего обсуждать. А выгодно ли это Израилю?
Но Израилю невыгодно, он делает это вынужденно, потому что ему говорят, что там, черт возьми, вот без 5 минут ядерные бомбы, потом их начнут клепать, как эти самые шахеды, и, соответственно, боеголовки туда полетят, и мы не справимся. То есть, с их точки зрения, это не вопрос выгоды, это вопрос вынуждения. Ладно, а кому это действительно выгодно? Кому, например, может быть выгодно, что будет такая заварушка из-за купорка Персидского залива, Ормузского пролива, что мировые цены на нефть вообще-то там поднимутся, что будет невозможно передвигаться на своем личном авто на некоторое время, это будет глобальный психоз, соответственно, предприятия остановятся, потому что энергетические затраты будут, коротко говоря, по цепочке можно долго разговаривать. Слушайте, есть такие, которым, наверное, выгодно, чтобы все это было действительно плохо. И уж извините, но мне привидится, что, во-первых, из региональных игроков это в некотором плане выгодно Турции. Турция, мягко говоря, не любит Иран, потому что Иран, во-первых, серьезный конкурент. Турция суннитская, Иран шиитская, и для них это более серьезное, чем различие между православных и католиков в средние века. Не сейчас, сейчас народ нормально к этому, спокойно к этому, тогда это было неспокойно, как хорошо известно. А Турция сейчас относится к Ирану, конкурент, большое государство, шииты, а в Турции есть около 20%, 18-20% алавитов, которые это шиитская секта, они богатые, они образованные, но они не лояльны турецкому государству, и у Турции с этим есть проблема, как у Турции есть проблема с курдами, которые, кстати, тоже проживают и в Иране, и в Иране курды относительно лояльны Ирану, а курды, которые в Турции, они сильно нелояльные, хотя последние события были, что вроде бы и мир, жвачка, дружба, но это были последние 2 месяца, а до этого 40 лет это было не так. Турции выгоднее, чтобы Иран ослабился. Ага, выгодно, значит. Хорошо, а Турции выгодно, чтобы Израиль ослабился, потому что Израиль, если этим занимается, это ему силы не прибавляет. А, естественно, выгодно, потому что Турция расширяется, и это сейчас называется Сирия, и Хаят Тахрир Аш-Шам, и Ахмед Аль-Шара, и Дамаск, и так далее. Но это Турция. Это просто ребрендинги, другие этикетки, другие упаковки Турции. Кто угрожал Ахмеду Аль-Шара? Кто вообще-то шел уже на военные конфликты для защиты друзов, для защиты Голландских высот, для защиты Израиль. А если Израиль сейчас занимается Ираном, это хорошо Турции? Нет. Другого большого. Хорошо. А в чем выгода Турции-то? А выгода Турции в том же самом, в том числе, кроме всего остального, и доступа к Левиафану, к Левантийскому газовому месторождению, потому что любой линейный метр и километр вот этого побережья дает тебе право по британскому морскому праву. Британское я сказал. Слушайте, а где вообще-то сердце наше у Турции? А Британии это выгодно, то, что сейчас происходит между Ираном и между Израилем? Как ни странно, да. И знаете, на днях там поменяли шефа Ми-6, которая раньше была шефом Ми-5. Дамочка сильно специфическая. Если вы попытаетесь найти любые данные о ней, на любые доступные публичные источники, я сразу, конечно, порылся, в том числе и на специализированные. Александр, я впервые вижу такое. Там даже не дата, год рождения этой женщины не определен. Говорят, то ли 77-й, то ли 72-й. Слушайте, это речь не идет о каких-то трупах или каких-то неизвестных людей, которые родились в каких-то пещерах, где не было записи. Это в конце концов, глава британской разведки. Неизвестен год ее рождения, неизвестен ее возраст. Там написано, замужем есть детей. Неизвестно, за кого она замужем, сколько детей. Это вообще полный мрак. И там очень скудно. Странная, кстати, у нее биография, то есть образование, там какие-то антропологии, там она что-то изучала, там какие-то специальности, сильно, мягко говоря, трудно их привязать к какой-то там разведдеятельности, которую она сейчас возглавляет. И если так на это посмотреть, слушайте, Британия, у которых есть 56 стран Commonwealth, 56 стран Commonwealth. Слушайте, это британское сообщество, то бишь это Британская империя. А у кого Британия недавно, несколько лет назад, взяла абсолютно все золото в залог? У Венесуэлы. А у Венесуэлы есть огромное количество, под 10 или 12% мирового производства нефти. Если там с нефтью будет проблема на Ближнем Востоке, они смогут и пользоваться, и зарабатывать на этом. И это только один из интересных вопросов. Там таких подобных вопросов, кому может быть выгодно от этой заварушки Израиля, Ирана и заварушки на Ближнем Востоке. И после этой заварушки будет китайская пословица. Мудрая обезьяна ждет на высотке, пока 2 тигра там сражаются, для того, чтобы потом спуститься, забрать шкуру убитого тигра и добить другого победителя, который омаломощенный.
Соответственно, если Израиль и Иран сейчас будут дубасить друг друга, они уже дубасят. Не будут, они уже дубасят. И каков бы ни был бы выход, выход будет с сильным ослаблением, сильными напрягами, сильными потерями для обеих сторон. Кто придет там в качестве рефери? А я вам скажу, придет в качестве рефери не самый сильный, то бишь Америка, у которой сейчас большие внутренние, в том числе заварушки, а придет тот, у которого есть самая сильная агентура там, и агентуре, у которой есть более 300-летний возраст. Слушайте, а Лоренс Аравийский, он был американским либо британским? Кто-то не напомнит, нет? А где проживают абсолютно все, и где учатся, где сердце наше в Великой Британии, все там шейхи, все монархи Персидского залива. Слушайте, а мы это обсуждали, что несколько десятков из британских лордов уже, какой уже год подряд, 4-5 год, принимают ислам. Не публично и не шумно, но принимают. Они уже интегрируются. А дальше продолжать? Или уже более-менее паутину вот так немножко начинаем разрывать, и кое-что начинает просачиваться в качестве вот Интересно, но давайте каким-то образом попробуем подумать, а как это может повлиять на ситуацию в Украине. Потому что, ну вот вы начали с самого начала, говорили о ковиде, да, который как тумблером переключили вместе с войной. В принципе, вот если продолжать вашу логическую цепочку, то можно предположить, что, ну, условно, Ближний Восток может тумблером выключить войну в Украине. Но пока не выключает. Причем, вы так Британию вспомнили, она же и там, и там. Да. То есть... Это, конечно, правда, что разные лорды христианство не принимают, христианство уничтожается в Украине. В Украине очень часто и популярно среди людей, ну, просто обмениваются мыслями о том, что на землю без людей придут люди без земли. Некоторые вырисовывают даже такой стратегический план, ведь тоже он взялся не на пустом месте. И он ложится в ваше, ну, скажем так, продолжение вашей логической цепочки, если условно брать определенный британский план, да, о том, что, ну, Израиль разобьет, пострадает в этой войне, превратится в безжизненное пространство. Тут же тоже нужно подумать, даже чисто физически. Это понятно, что у нас искусственный интеллект, у нас там технологии, там 3D-принтеры могут что-то напечатать. Вон, смотрите, как китайцы быстро строят. Ну, давайте будем откровенны. Если вот Иран запустит все свои баллистические ракеты, причем сейчас уже говорят сегодняшним днем о том, что это будут новые ракеты, то есть до этого стреляли старым хламом, который был, ну, пожилыми ракетами, сейчас это новые ракеты. То есть разрушений будет больше. О разрушениях там не скажут, но в принципе все будут понимать, что Израиль небольшая страна, и там оно может быть действительно очень серьезно болезненно. Войну там выиграть так невозможно, но тем не менее, чтобы отстроить Израиль до тех, ну, скажем, ну, до того уровня, который вот был условно довоенный период 7 октября 23 года, ну, это нужны большие колоссальные вливания. И тут всех интересует Украина, потому что я вот вообще, если честно, как-то так вот немножко слежу за новостями и так вот поражаюсь. Даже сербы готовы 2 города отстроить. Австрийцы, кроме всего прочего, там этих конфузов с Зеленской, первой леди под дождем, всяких там этих, ну, эпизодов. Зонтики, она не сахарная, не да, то есть вот эти все моменты, кроме всего этого, даже австрийцы говорят, мы там помогать не будем в военном смысле, но восстанавливать Украину. Короче, что-то складывается впечатление, что всем миром, европейским и не только, будут отстраивать Украину, строить новые города, поднимать проекты для того, чтобы евреи из Израиля переехали как раз-таки в эти города. Опять-таки, кто-то скажет, это все надумано, но тем не менее, там люди же снимают на видео разных хасидов, которые там приезжают в Украину. То они просто по датам определенным приезжали в Умань на святыню, да, и Умань вся жила. А сейчас вот они в процессе военного противостояния прибывают и прибывают. То есть
В этом всем стратегически может и быть вот этот план британцев, но в какой момент отключат тумблер войны в Украине, если мы видим, что все развивается по этому плану? Эскалация же не шуточная сейчас. Я думаю, что тумблер выключит, знаете, когда? Не когда Трамп договорится с Путиным, а когда Трамп договорится с королем Карлом. А именно о том, что вот эти концессии, которые были, он должен ими поделиться. То есть американские мультинациональные компании должны поделиться британскими теми же самыми акторами вот этим же украинским добром, то есть концессии, которые 50% всей Украины. Как они, эти два англосакса, договорятся, так тумблер закончится, и так и, скорее всего, и на днях закончится и израильско-иранское противостояние. Либо они вместе помогут, чтобы оно закончилось побыстрее, потому что у обеих этих акторов есть достаточно силы, ну, скажем так, заставить Тегеран, либо руководство Тегерана, и предложить сделку, которую Тегеран хотя бы на время будет вынужден согласиться и откатиться на уровне, ну, даже они привезут из Шаха, то есть наследника Шаха. Он там в целости, сохранности, живой, здоровый. Народ, некоторая часть народа его встретится при большим таким всенародным воодушевлением. Кадры смачные, там будут пару-тройку сотен тысяч человек. Сколько надо? Вы только что говорили про искусственный интеллект. Правда, искусственный интеллект почему-то в Украине не призывают в армию в окопах, а 18-летние собираются призывать ради искусственного интеллекта, потому что войны как-то искусственный интеллект все еще не выигрывает. Он может разрисовать, что кто-то выиграл, а вот выиграть по-настоящему что-то не получается. Но тумблер, еще раз, я уверен, будет выключен именно тогда, когда вот эти два актора, Трамп и король, а не Трамп и Кир Стармер. Кир Стармер, он может быть мессенджером короля, не более чем. Либо, если король действительно хворает, и наследный принц там, то ли Уильям, то ли посмотрим, как Гарри, там посмотрим, кто как чья возьмет, ну, примерно тогда. А до этого разговоры с Путиным могут быть. Весь мой прогноз на этот год, в смысле в очередности событий, в алгоритме, полностью сохраняется. Все, конечно, может и по времени шифтовать и измениться, но в рамках года будет прекращение огня, отключение военного положения, назначение выборов, выборы с новым президентом, конституционные изменения и еще раз закрепление вот этих концессионов. Вот что будет в рамках этого же года. В каком сценарии, с кем, как, кто будет фотографироваться, честно говоря, вопрос практически безинтересный, вернее, интересный только для фотографов и для журналистов, наверное, которые будут это озвучивать и обсуждать. Мне это безинтересно. Ну и финальный вопрос нашей сегодняшней встречи, Пламен. А что ждет Украину? Ну, испытания... Да, не ответил. Да, вы задали этот вопрос, а я не ответил. Ну, понимаете, кому-то будет очень хорошо, а кому-то будет очень плохо. Очень плохо будет тем, которым сейчас очень хорошо. То есть тем, которые наживаются на трупы, на деньги, на помощи, на крови, на смерти себе подобных. То есть нынешнему руководству Украины, большая часть из них, им будет плохо. Потому что все то, что будет отключено, процесс войны – это экономика и зарабатывание денег, который никогда не может сравниться с процессом зарабатывания денег в мирной жизни. Это турбинированный, это ускоренный, это ускоритель, ядерный ускоритель элементарных частиц. И, соответственно, если у них это отрубить и заставить их управлять страну после этого, ну, они и не в состоянии, они и не знают, они и не хотят, и они в ужасе этого сценария, поэтому им будет плохо. Как будет обычным украинцам, 90% населению, я думаю, что после первоначальных эмоциональных, скажем так, то ли разочарований, то ли, скажем так, ощущения поражения, либо там это будет пару-тройку дней. Потом очень быстро они успокоятся и увидят, что так лучше, так проще, так можно жить, так можно работать. И как мы в прошлых передачах говорили, ну, слушайте, ради чего погибать Тарасу и Ивану из Украины, воюя против Ивана и Петра из России? Ради того, чтобы украинские олигархи правили Украиной, а не российские, так уже дело не в олигархах. Олигархи украинские, они уже не в счет. Что они потеряют?
А какие-то области станут русскими. А если они станут русскими, ты не можешь туда ходить? Да я так очень хорошо припоминаю, до 2014 года вахтовым методом от 5 до 8 миллионов украинцев каждый год работали на территории России. И граница для них была это, небольшой условностью. Для обеих сторон это было условностью. Это было страшно и плохо, что там есть граница. Задержали нас на полчаса на паспортную проверку и пропустили. И все дела. А дальше, если таким образом придут здесь люди, которые говорят тебе на понятном для тебя языке, с которыми у тебя есть родня. Да, мы переругались во время военных действий, но мы можем, вынуждены жить вместе. Так что мы кое-как это утрясем, помянем и продолжим. Дальше что? Религия та же, привычки те же, герои те же, история та же, памятники одни и те же, памятники восстановим. И не будет запрет русского языка, и не будет вот эта обязаловка мовою, если ты не мовноязычный и не в вышиванке ходишь, ты какой-то, ухилянт, это вообще-то зрада, предательство, срака и так далее и тому подобное. Не-не-не, ребята, этого не будет. Ты можешь разговаривать какой хочешь мовою там, либо языком у себя дома, где угодно, как угодно, и с теми, которые тебя понимают. Никто это никогда не запрещал. Еще раз напоминал, когда Крым присоединили к России, третьим государственным языком был украинская мова. То есть был русский язык, татарский и, соответственно, украинский. Они с статусом официальных языков. То есть служители во всех госведомствах обязаны были быть в состоянии разговаривать с любым человеком, который придет и начнет разговор именно на одном из этих трех языков. Все. То есть признание даже официально де-юре есть. Какие здесь проблемы? Ради чего погибать? Ради счастья Зеленского, ради счастья англосаксов, которые за ним стоят? Ради чего? Погибают же. Погибают, потому что не понимают, потому что когда поставишь человека в токсической дезинформационной среде, и когда поменяешь ему представление, что происходит в мире, почему это так происходит, кто виноват, кто плохой, кто хороший, когда 35 лет круглосуточно, Александр, я частично повторюсь, знаете, я чесал через территорию Украины на своей машине с 2003 по 2019 год, 3-4 раза в году, по всем возможным диагоналям. То есть я видел весь этот процесс, скажем так, в динамике. Сначала, когда я останавливался, потому что останавливался везде, где город, там, гостиница, неважно что, я включал всегда телек. Интересно посмотреть новости. Во-первых, они все были на русском сначала, но они были против России. Я думал, что такое вообще-то? Эти люди, это советские люди, это советский народ. Это вместе Гитлера хребет ломали, вместе Днепрогэс, Донбасс строили. Все. В чем проблема? Нет, была такая какая-то издевка. Там Россия, те, другие. Газовые вопросы, конечно, возникали. Потом начал вот этот градус временем. Я видел, как начал подниматься. Я понял, что это нехорошо. Я понял, что это плохо закончится. Я понял, куда это идет. И когда пришел этот 2014 год, я знал, чем это закончится. Правда, все равно меня удивило тем, что тогда это закончилось, вернее, не закончилось, а продолжилось очень большой кровью. Почему я знал, что произойдет? Потому что, во-первых, у нас это происходило уже в Болгарии. До того, как они это сделали в Украине, они всегда тренируются на кошках, на масштабах поменьше. То бишь, у нас это было 96-й напротив 97-й год. А на территории Украины это было 2013-й напротив 2014 год. Одна и та же зимняя такая скакалка. У нас кто не скачет, то и красный. Там кто не скачет, то и москаль. Правда, там кричали и москаляки на геляку. У нас такого уж не кричали. Примерно что-то подобное, но это единичные случаи. Не такие массовые там орой и ревой толпы, как это было организовано. Там поработали на Украине уже более качественно, более масштабно, что называется. Кроме того, я прекрасно понимал, как строится из части одного народа антинарод. У нас на Балканах для Болгарии есть наша Украина под названием Македония. Сейчас она называется Северная Македония, не суть. Это плоть плоти от болгар, это часть болгарской истории. Более того, средневековая Болгария, столица была в городе Охриде. В этом же Охриде Климент Охридский
делал ту письменность, на которой мы сейчас пишем, потому что мы пишем не на то, что создали Кирилл и Мефодий. Они создавали глаголицу, если кто-то забыл, и вы найдете всего 4 знака общие между глаголицей и между так называемой кириллицей, которые следует называть по сути климентицей. Климент был одним из 7 седмочисленников, то есть Кирилл, Мефодий, Наум, Гурас, Сава, Ангеларий. И те, которые выжили, ученики Кирилла и Мефодия, все они приехали в болгарской средневековой Болгарии, и князь Борис им дал определенные области Болгарии для того, чтобы они размножали эту письменность и переводили, и переписывали вот эти богослужебные книги. И именно Климент Охридский это там сделал. Более того, когда происходили страшные события начала 20 века, то есть это Первая Балканская война, межсоюзническая война, потом Первая мировая война. То есть мир знает Первую мировую, но для нас это были 3 большие войны, в которые мы проиграли и потеряли огромное количество и населения, и территорий. На территории Болгарии хлынуло огромное количество беженцев именно из Македонии. Почему? Потому что там они поднимали восстание, потому что по этим там договорам они оставались в рамках Османской империи, мы пытались им помогать, они восстание поднимали, их там вырезали, и на сегодняшний день более 30% населения Болгарии являются прямыми наследниками именно этих же людей. Более того, в каждом болгарском городе есть определенный жилой район, обычно это треть или четверть этого города, где все улицы и все дома названы именно топонимой именно этой же Македонии, потому что это именно те македонские беженцы, которые туда заселились, мы им дома им построили, мы их приняли, интегрируем, потому что это наши. И после Второй мировой войны, когда, там в силу других геополитических оснований Титовская Югославия стала накачивать македонцев против Болгарии, а до этого на эту тему поработали, о чудо, те же самые Австро-Венгры. Они им язык придумали, они им историю придумали, они придумали, что, слушайте, что говорит украинская пропаганда? Русские это не славяне, это монголо-татары, правильно? А знаете, что говорят македонцам? Болгары это не славяне, болгары это монголо-татары. Один и тот же слоган, понимаете, одно и то же. Поэтому, когда все это началось, вернее, когда это взрывелось, началось это 2004 год, а потом 2013-2014 этот нарыв, гнойник, естественно, вскрылся и разлился, к сожалению, не выздоровел по всей территории, я понял, что вот эта разруха в головах по Преображенскому, по профессору Преображенскому. Кстати, Булгаков, он уже запрещен на территории Украины? Нет? Так, на минуточку, скобку закрываем. Это очень плохо кончится, потому что здесь задача действительно направить и сделать из всей Украины такой антироссии, который не даст России дышать нормально, которая должна ввязать Россию на десятилетия, может и на века, в какое-то кровавое месиво для того, чтобы субъектность России не восстановилась и не восстановился Советский Союз либо Российская империя. Что говорил Збигнев Бжезинский? Россия без Украины – это региональная сила. Россия с Украиной – это имеет уже замашки на глобального актора. Соответственно, никогда это не должно быть. Это по замашке именно Збигнева Бжезинского. Далеко не глупый человек. Большой враг России, большой враг всего русского, но очень не глупый человек. Это честно и как-то почтительно даже нужно признаваться. Поэтому то, что происходит, разруха в головах лечится правильной, контрпропагандой, что ли. Или даже не контрпропагандой. Контрпропаганда – это грязное, на мой взгляд, слово, как и пропаганда. Это лечится просто покажи, расскажи и докажи одну правду. Покажи истину. Хватит врать. Видно, что, знаете, разруха в головах не лечится ракетами, получается. Еще хуже, это усиливается, потому что они начинают воспринимать действительно брата своего не как освободителя, а как разрушителя и как захватчика. Да, совершенно с вами согласен. Это совершенно по-другому надо было делать. Именно поэтому Путин не мой герой. И на его месте человек мудрый, ответственный, серьезный, обладая этими ресурсами, должен был бы сделать все совершенно по-другому. Совершенно по-другому, и тогда не было бы и крови, либо было очень мало и крови самых этих там, звериных представителей землянки ООН-УПА, как говорит Алексей Арестович. Он это не сделал, поэтому это не вернуть, и это придется долго лечить. Кстати, для меня Путин главный украинизатор населения Украины. Он сделал из русских территорий Украины украинцами, и они стали учить украинский язык. Особенно первый год, 22-й и часть 23-го года. Они возненавидели русское у себя и стали работать над тем, чтобы они были украинцами, потому что они такое простить не могли. И чисто эмоционально, чисто психологически, чисто по-человечески, это сложно с этим спорить, сложно с этим судить.
Ну, с другой Это стороны, понимаете, тоже такой момент. Опять, если вот мы так начали с возвышения, с высоты птичьего полета. Ну, а сейчас, вот многие сейчас пишут там, да, в духе пропаганды. Вот сейчас будет война с Ираном, Трамп там сразу собрали подборку новостей о том, что там ситуационная комната готовится, на базах готовятся. В общем, сейчас попрет США, включится в войну против Ирана, и условно там Иран победят. Ну, например, да? А следующая будет Российская Федерация. нет безумие. Это Не безумие просто будет, потому... уже не будет, потому что вот эта армия, это ну, уже боевая армия, не номинальные какие-то солдаты, не какие-то там уже, а уже боевые, скажем так, фронт один, второй, третий. А, Это получается предохранитель от каких-то сухопутных нападений 100%. То есть по воздуху не рыпнуться, потому что, ну, там, понятное дело, есть страшные ракеты разные. Тут корейцы, друзья, тоже научились. Причем самое интересное, что корейские ракеты русские доработали. И они стали еще страшнее, Да, смертоноснее и точнее. То да. есть смех, все такие смеются над Северной Кореей, понимаете? А они тоже оказали определенный вклад, потому что проще же взять что-то и доработать, чем там с нуля создавать, как вот эти там какие-то самолеты, которые при Союзе были, а сейчас они не строятся. То есть тут тоже такой момент. И получается, что эта война а, как раз-таки является предохранителем от большой там мировой войны. Ну вот если так глобально посмотреть, не точечно в то, что мы сейчас переживаем все вместе. Эта война 100% является частью Четвертой мировой войны, причем важной частью, и та, и другая, и персидская, и израильская, и русско-украинская. Но предстоит самая большая война или самое большое военное противостояние, потому что, наверное, это нельзя называть просто отдельной войной. Это вопрос классификационный, пусть решают там академики, та, которая должна быть с Китаем. То есть то, что вы говорите, Иран никто не может взять сухопутной операцией. Ни израильтяне, ни американцы. Никто не может их взять. И даже счастье для Израиля в том, что между ними нет сухопутной границы, потому что тогда количественное преимущество Ирана сказалось бы разрушительным и быстрейшим образом против Израиля, и тогда шансов не было бы вообще никаких. Так хотя бы есть дистанции, где израильская авиация может, грубо говоря, пересекать, бомбить и разрушать колонны и все остальные там, коротко говоря, конвой, которые идут в их сторону. А Америка никогда не пойдет десантировать туда. Они с большим напрягом с коалицией из 32 стран взяли Ирак, который в разы меньше, чем Иран, и который по количеству там вооружения и всего остального тоже в разы слабее, чем Иран, чем нынешний Иран особенно. А сейчас, чтобы они делали что-то подобное территории Ирана, Иран можно взять только одним образом, так как они разрушили Советский Союз изнутри, из центральной верхушки, из руководства. Если, грубо говоря, работать на сепаратизм белуджи, работать на сепаратизм курдов, работать на сепаратизм азеров, работать на сепаратизм арабов, и тогда персы остаются 50 с небольшим процентом без населения, причем не все 100% лояльные Этали, и, соответственно, да, из персидской составляющей сделать ну, такую квази-оппозицию, которая будет поддерживаться. Кстати, они это очень качественно уже разыграли. Может, наши зрители не знают, но в 2022-2023 году многие долгие месяцы шли большие, очень хорошо организованные по рецептурнике Джина Шарпа и Эдварда Лютвака цветные протесты, которые назывались «Махса Амини протестует». Девочка давным-давно была похоронена, неизвестно, чем она погибла, тем, что говорят, что в полиции ее избивали, либо у нее действительно было больное сердце. Это не факт, не суть. Суть в том, что на ее крови, на ее трупе вообще-то такие пляски отплясали, что это действительно было очень тяжелое предизвикательство для руководства Ирана. Они тогда удержали.
Но, мягко говоря, эти настроения никуда не делись. И, во-вторых, социально-экономическое и даже энергетическое состояние Ирана сильно ухудшилось. А сейчас и военное противостояние. То есть иранцы это не русские. Военный конфликт их не сплачивает. Сплачивает некоторых, ну, не как у русских. У русских это вообще-то естественный рефлекс. У нас, у вас, у всех этих частей нашего народа это сплачивает. У них это по-восточному. По-восточному это кто сильнее, чья возьмет. Если они будут видеть какой-то другой там субъект, ну, только через верхушку можно их взять. Если будет десантирование на этой огромной территории, я не представляю, сколько и как они должны туда отправить, и как они могут это взять. Они с Афганистаном, который тоже в разы меньше, чем Иран, сколько лет там, сколько триллионов бабахали, сколько потеряли, и какую территорию они контролировали. Несколько городов, да, может быть, и дороги, причем частично между этими городами, и все. А Иран им не взять. Они не взяли Вьетнам, они не взяли Афганистан, они не взяли толком Ирак, потому что там все равно появилось иракское, то есть исламское государство Ирака и Леванта, ИГИЛ, что называется, запрещенное в многих приличных странах мира. Поэтому у них взять и снять верхушку получается. А вот обустроить мир потом, чтобы это работало, у них никогда не получится. Даже в Латинской Америке, где у них самая базисная, скажем так, тренировочная площадка для тренировки на кошках, что называется, даже там у них не получается. Обидно, что... Да. Да, обидно, что вот вы приводите примеры вот эти, ну, там, ближневосточных, восточных стран, да, там, азиатских и там латиноамериканских. А по сути у нас же в Украине то же самое, слушайте. Ну, вот так, чтобы точку в разговоре поставить окончательно. Ну, смотрите. Ну да, сменили верхушку. Получилось. Потом был один президент, второй президент. И вот мы видим эту эволюцию идеологическую. И получается, что не получается. Не получается обустраивать мир. Не получается. Александр, вы помните, я вам говорю, что есть 5 инструментов любой неоколониальной англосаксонской методики, которые приводят к тем результатам, чтобы не получалось для местных, то получалось теза плюс антитеза равно синтезу. Первое – это всегда дерационализация. Если будет рерационализация, то есть поймешь, покажешь правду, этого народа уже не обмануть, не запрягнуть, не убить, не унизить и не заставить его воевать против своего. Второе – это деиндустриализация, уничтожение технологического потенциала. То есть если людям будет где работать, то тогда и образование будет, и государство будет, и защита будет, и все остальное. Первые 2 из 5, если с этим вопрос решить, а сами понимаете, первое – это дерационализация. Если бороться против дерационализации, это система средств массовой рекламы, агитации, дезинформации и дезобразования, которая сейчас практически представляет из себя систему для индоктринации. Вот с первым вопросом, даже если решить, все остальные 4D, а именно, припоминаю, дерационализация, деиндустриализация, дегуманизация, денационализация и депопуляция, сокращение населения. А вы не подскажете, население Украины прибавилось или сократилось? И я даже не буду задавать вопрос после 24 февраля 2022 года. Я спрошу, с 1991 по 2014 года население Украины прибавилось или убавилось? Это и есть колонизация. Только люди говорили и воспринимали это как демократизация. Ну вот вам демократизация. Пламен Пасков, спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо вам огромное. Всех благ всем, товарищи, братья, сестры, дамы, господа. Господа офицеры и вся остальная непьющая сволочь. Сам такой и офицер, и непьющая сволочь. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все вам приложится. Продолжение следует. Будьте с нами. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.